Всем привет! И это Мистер Лито, которая хайпует. Ага, угу. И сегодня, как вы уже, скорее всего, поняли по названию этого видео, сегодня мы с вами поговорим о моих хобби. Да, в сегодняшнем видео я вам расскажу, чем я люблю заниматься, чем я занимаюсь повседневно, что мне нравится. И, в принципе, в этом видео вы больше сможете узнать меня и мои интересы. Да, так что, если вам это интересно, то оставайтесь вместе со мной. Также пишите в комментариях, какие у вас есть хобби, чем вы любите заниматься. Обязательно пишите, мне будет очень интересно почитать. И да, давайте уже без лишних слов поскорее начать. Давайте вообще вначале поймем, что значит слово хобби, потому что я уверена, что у многих разные понятия этого слова. Лично для меня хобби — это то, чем я занимаюсь регулярно, повседневно, и то, что мне нравится, то есть то дело, от которого я получаю и какую-то пользу для себя, и получаю от этого удовольствие. Лично у меня есть два основных хобби, о которых мы с вами прямо в деталях поговорим, но также есть несколько дополнительных хобби, которые я делаю реже, но тем не менее мне очень нравится этим заниматься, и да. Но я, конечно, сейчас забегаю вперед, так что давайте, пожалуй, начнем с двух основных. Два основных — это, конечно же, мой YouTube и YouTube. Вообще, я сначала думала, добавлять ли это в хобби или нет, потому что это все-таки уже стало, знаете, как часть моей рутины, и плюс можно сказать то, что это... Ну, скорее уже работа, нежели хобби, но да, деньги я получаю со своего канала, я монетизирую свои видео, но сильно заработка прям этого какого-то огромного не приносит, соответственно, прям какой-то серьезной работой это не назовешь, но тем не менее занимаюсь я этим каждый день, как рутина, почти каждый день что-то снимаю, почти каждый день что-то монтирую, и, соответственно, я это делаю регулярно. Ну и также как бы я получаю от этого удовольствие, соответственно, почему бы не назвать это хобби? Да, иногда мне это наедает, да, мне иногда лень что-то делать, я не самый любитель, знаете, монтажа, но видео снимать, вот этот весь процесс, вот это вот все мне очень сильно нравится, мне нравится общаться с вами, снимать для вас контент, читать ваши комментарии и... В принципе, как бы это такое, знаете, очень творческое дело, и не каждый сможет долго этим заниматься, особенно без какого-то результата, но у меня есть вы, и могу сказать то, что это одно из самых важных хобби в моей жизни, потому что я уверена, что в будущем это хобби, если я его не заброшу, то оно мне даст какой-то карьерный рост, то есть, возможно, там кто-то меня сможет найти по моим видео, кому-то, может быть, понравятся мои танцевальные видео, они куда-то там меня позовут, или тот же самый заработок в будущем у меня будет мой собственный от канала. В общем, от канала очень-очень много пользы, и это дело мне очень сильно нравится. Так что еще раз хочу сказать тем, кто хотят стать блогерами, еще не поздно, попробуйте, может вам это понравится, но не ожидайте прям супер быстрых результатов, потому что лично я на ютубе уже сколько? 6 лет, и не скажу то, что у меня, конечно, маленькая аудитория, но у многих за это долгое время, там по миллиону, по два. Это все зависит от вашего контента, от того, как часто вы снимаете, и от рекламы, и от денег, которые вы вкладываете в свое продвижение. Да. Второе мое хобби, которым я просто обожаю заниматься, но также иногда бывает лень, это танцы. Да, те, кто давно меня смотрит, знают то, что я уже несколько лет хожу на танцы, но при этом хожу, знаете, с промежутком. Иногда могу ходить, иногда не ходить, иногда мне лень, иногда лень, но все равно танцы — это часть моей жизни. Я включаю музыку, хоть я и не на танцах, я ее включаю, эту музыку, и начинаю танцевать. Просто, знаете, так на них могу, хожу, делаю небольшие там движения, которые мы учили, и... Соответственно, это автоматически становится танцем, и это то, что я делаю каждый день. Да, даже не знаю, хобби это не хобби, но я очень сильно люблю это дело, и танцы — это часть меня. Хоть я и не езжу на какие-то, знаете, соревнования, не занимаюсь этим прям профессионально, танцы — это все равно то, что я очень сильно люблю, и
хочу заниматься этим, можно так сказать, всю свою жизнь. И да, кстати, по поводу соревнований, по поводу всего этого, если кому интересно, почему я не соревнуюсь, потому что я не хочу воспринимать танцы как профессию. Многие, например, в нашей студии уже там преподают танцы, уже зарабатывают на этом, ездят на эти соревнования, получают деньги. И, соответственно, это автоматически становится какой-то профессией, ты очень к этому серьезно начинаешь относиться. Если проигрываешь, то, соответственно, очень себя плохо чувствуешь, а я это просто ненавижу. Я когда-то занималась гимнастикой, да, несколько лет назад, в детстве я занималась гимнастикой, и я помню, когда я проигрывала, у меня был очень-очень большой стресс, потому что у меня очень сильная competitive сторона, даже не знаю, как это перевести на русский, но, в общем, мне всегда нужно побеждать. Если я не побеждаю, то все, у меня настроение портится, моя психика портится, и как бы с танцами я тоже боюсь то, что может быть тоже такое, так что решила то, что не буду прям это все воспринимать всерьез. Когда хочу ходить, тогда хожу. Если не хочу ходить, не надо. Могу танцевать дома. Конечно, нужны физические активности, но если настроения нету, то я не иду это делать. Да, мы о двух основных хобби с вами поговорили. Теперь давайте в таких подхобби, более таких маленьких дел, которые, мне кажется, есть у каждого в своем списке хобби. И первое, это, конечно же, просмотр фильмов и сериалов. Я, если кого интересует, киноманка, нежели читаманка. Что такое за слово читаманка? В общем, я люблю смотреть, нежели читать. У меня была эра в жизни вот в этом месяце, в феврале, когда я прочитала там 3-4 книги за месяц. Ой, да за какой месяц? За неделю прочитала их, мне прям очень-очень сильно нравилось читать. А потом я просто взяла и бросила это дело, думала то, что я буду продолжать, но забросила. Сейчас планирую опять же вернуться к этому, потому что мне это прям очень-очень сильно нравилось. Ну, в общем, возвращаемся к нашей с вами главной теме, да? Мне очень сильно нравится смотреть кинофильмы, сериалы. Не скажу то, что я прям супер литературный просмотрщик, который смотрел все самые главные фильмы, которые там очень-очень важные, выиграли Оскар, бла-бла-бла. Нет, я просто это делаю для своего удовольствия, и то, что хочу, то и смотрю. Из-за этого это, можно сказать, и называется хобби. Второе — слушать музыку. Как я уже с вами сказала, по танцам просто обожаю слушать музыку, чтобы вы понимали, мне кажется, в свой день, если вот я не сплю 12 часов, да, например, 12-14 часов, это мой обычный день, когда я хожу в школу, где-то 6-7 часов из этого времени я хожу в наушниках и слушаю музыку, серьезно, потому что мне очень сильно нравится это, особенно обожаю слушать Тейлор Свифт, Тейт Макрей, кто еще, Оливия Родриго. В общем, обожаю музыку, и музыка мне всегда очень сильно поднимает настроение. Либо же, если я и так чувствую себя как говно, тогда у меня еще хуже будет настроение. Да. Следующее хобби — это съемки. Такой, знаете, здесь вопрос, можно ли это назвать хобби или нет, потому что это работа, да, за нее я получаю достаточно хорошие деньги, и на съемки я не скажу то, что я прям езжу регулярно, знаете, прям у меня есть какой-то список, расписание, когда я езжу. Нет, но когда я езжу, я автоматически получаю себе очень-очень классное настроение, куча энергии, потому что съемки мне очень сильно нравится снимать. Получаю от этого удовольствие, мне нравится, когда внимание на меня, когда меня снимают, когда я работаю на камеру, и да, обожаю это дело. Последнее хобби, которое я сейчас пытаюсь убрать из своего списка, это кушать. Да, мне кажется, у многих из нас есть такое хобби, я просто обожаю есть, но сейчас я села на диету вместе с мамой, даже вот решили себе сделать 30 дней челлендж без сладкого. Мне кажется, я просто сдохну, серьезно, сегодня первый день, и я просто себя ужасно чувствую. Ну, в общем, да, надеюсь, то, что я к этому привыкну и буду более здоровье относиться к еде, потому что сейчас до этого я ела всегда, когда мне было скучно, когда мне нечего было делать, когда у меня было плохое настроение, когда хорошее.
в общем, всегда ела, и нужно менять отношения с едой, так что вот, да, такой, знаете, плюсик и минусик в этом хобби. Но еда поднимает настроение, что сказать, да. В принципе, на этом и все. Очень надеюсь, что вам понравилось это видео, и если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Еще раз вам говорю, чтобы вы оставляли свои хобби в комментариях, да, можете мне что-то посоветовать, чем я могу интересным заняться, да, и, в принципе, вот и все. Я вас целую, до скорой встречи и всем